Приветствую тебя, друг! Сегодня я тебе расскажу о японских свечах, как читать графики и понимать движение цены. Японские свечи – это самый популярный способ чтения движения цены по графикам. Они наглядны, их легко изучить и главное, что они работают. Свечные графики предоставляют гораздо больше информации по сравнению с линейными и являются на сегодняшний день предпочтительным инструментом для анализа рынка, для трейдеров и инвесторов. Что из себя представляют японские свечи? Каждая из свечей сообщает нам 4 факта о себе: цену открытия, цену закрытия, максимум и минимум движения цены. Бычья свеча формируется, когда цена растет. Термин бычий означает длинную позицию или покупку. Медвежья свеча формируется, когда цена падает. Термин медвежий означает короткую позицию или продажу. Тело свечи – это пространство между открытием и закрытием свечи. Если тело зеленого цвета, это означает, что цена закрытия свечи выше, чем цена открытия. Если цвет красный, значит цена закрытия ниже, чем цена открытия свечи. Тени свечи представляют собой наивысшие или наименьшие точки, которые достигла свеча. Каждая свеча представляет собой выбранный нами таймфрейм, или временной промежуток, в течение которого она открывается и закрывается. Например, на 4-часовом графике свечи открываются и закрываются каждые 4 часа. Если мы выстроим несколько свечей, мы можем сравнить их с линейным графиком. Тени свечей также показывают колебания цены. Таким образом, мы сразу получаем максимум информации, которая необходима для эффективного анализа рынка. Вот почему в наши дни для технического анализа в основном используют японские свечи. Трейдер, который знает, как анализировать и интерпретировать свечные паттерны или модели, уже намного лучше понимает действия игроков финансового рынка. Все японские свечи в самом начале выглядят нейтрально. Линия – это новая свеча, которая в самом начале выглядит нейтрально. Ей еще предстоит двигаться вверх или вниз. Трейдеры не могут наверняка знать, какой будет свеча. После рождения свечи начинается битва между быками и медведями. Если покупатели будут сильнее, вы увидите, что свеча движется вверх и формируется бычья свеча. Если продавцы будут сильнее, вы увидите, как свеча отпускается вниз и становится медвежьей. Каждая из свечей является индикатором того, кто выигрывает сражение между быками и медведями. Бычьи свечи. Бычья свеча означает, что в настоящее время на рынке наблюдается давление покупателей. Пока покупателей будет больше, свечи будут бычьими. Если давление покупателей уменьшится, а давление продавцов увеличится, мы увидим, что бычьи свечи станут меньше. Это говорит об ослаблении силы покупателей. Если тело свечи большое, это сильная бычья свеча. Если тело небольшое, это слабая бычья свеча. Свеча не только показывает нам текущую цену, она говорит нам о том, что в данный момент быки контролируют ситуацию, и покупателей на рынке больше, чем продавцов. Это важная информация. Если ваша торговая стратегия дает вам сигнал открывать короткую позицию, но свеча явно бычья, хорошей идеей может быть пока не открывать никаких сделок, или подождать какое-то время, пока на рынке не появится больше продавцов. Медвежьи свечи. Медвежья свеча говорит нам, что в настоящее время на рынке больше давления продавцов. Пока продавцов будет больше, свечи будут медвежьими. Если давление продавцов уменьшится, а давление покупателей увеличится, мы увидим, что медвежьи свечи станут меньше. Это говорит нам об ослаблении силы продавцов. Если на рынке будет больше продавцов, чем покупателей, открывать длинные позиции может быть не лучшей идеей. Тени свечей. Помимо отображения максимумов и минимумов свечи, тени свечей предоставляют нам множество полезной информации. Маленькая нижняя тень, небольшое медвежье тело и более крупная верхняя тень. Эта свеча говорит нам, что в какой-то момент быки пытались толкать цену вверх. Об этом нам говорит длинная верхняя тень. Однако, прежде чем свеча закрылась, медведи взяли вверх и протолкнули цену обратно вниз. Поэтому тело свечи медвежье. Большая нижняя тень, маленькое бычье тело и маленькая верхняя тень. Эта свеча говорит нам, что в какой-то момент медведи пытались толкать цену вниз. Об этом нам говорит длинная нижняя тень. Однако, прежде чем свеча закрылась, быки взяли вверх и протолкнули цену обратно наверх. Как понимать японские свечи? Мы можем представлять движение цены на финансовых рынках как битву между покупателями и продавцами. Если покупателей больше, чем продавцов, или покупательский интерес выше, цена продолжает свой рост. Цена растет до тех пор, пока не станет настолько высокой, что продавцы снова сочтут ее привлекательной. Если продавцов больше, чем покупателей, цены будут падать, пока баланс не будет восстановлен и на рынке не появится больше покупателей.
Чем больше дисбаланс между этими двумя игроками рынка, тем быстрее рынок будет двигаться в одном направлении. Когда интересы покупателей и продавцов находятся в равновесии, нет никаких причин для изменения цены. Обе стороны удовлетворены текущей ценой, и на рынке возникает баланс. Любой анализ цены направлен на сравнение сил обеих сторон и оценки, кто в данный момент контролирует ситуацию на рынке и в каком направлении с большей вероятностью цена будет двигаться. Цвет свечи скажет нам, кто контролирует ситуацию – быки или медведи. Длина тени показывает нам силу отскока цены от определенного уровня. Размер тела показывает нам силу покупателей или продавцов. К примеру, большая свеча без теней говорит нам о том, что быки полностью контролируют цену, а давление продавцов минимально. Длинная тень свечи говорит нам о сильном отскоке цены и давлении продавцов. Несмотря на то, что свеча сама по себе бычья, в целом продавцы гораздо сильнее. Комбинируя эти три фактора, мы можем полностью интерпретировать японские свечи на графике. Не надо запоминать все свечные паттерны. Главное понимать структуру свечи, а именно размер тела, длину тени, отношение размера тела свечи к ее тени и положение тела. Размер тела. Размер тела свечи показывает разницу между ценой открытия и закрытия и говорит нам о силе покупателей или продавцов. Длинное тело свечи, которое приводит к быстрому росту цен, указывает на быстрый рост покупательского интереса и сильное движение цены. Если размер тел свечей увеличивается, то движение цены по тренду ускоряется. Когда размер тел уменьшается, это может означать, что преобладающая тенденция подходит к концу из-за более сбалансированного соотношения покупателей и продавцов. Тела свечей, которые остаются постоянными, подтверждают преобладающую тенденцию. Если рынок внезапно переходит от длинных восходящих свечей к длинным падающим свечам, это указывает на внезапное изменение тренда и подчеркивает сильную медвежью тенденцию. При этом справедлива и обратная ситуация. Фазы нисходящего и восходящего тренда характеризуются длинными медвежьими и бычьими свечами, а боковые фазы обычно характеризуются более мелкими телами. На пике равновесия быков и медведей цена характеризуется меньшим размером свечей. Длина теней. Длина теней помогает определить волатильность, то есть диапазон колебания цены. Длинные тени могут быть признаком неопределенности, потому что это означает, что покупатели и продавцы сильно конкурируют между собой, но пока ни одна из сторон не смогла получить преимущество. Короткие тени указывают на стабильный рынок с небольшой волатильностью. Длина теней свечей часто увеличивается после фазы восходящего тренда. Это указывает на то, что борьба между покупателями и продавцами усиливается. Здоровые тренды, которые быстро движутся в одном направлении, обычно показывают свечи с небольшими тенями, поскольку одна сторона игроков рынка постоянно доминирует на рынке. Отношение размера тела свечи к ее тени. Во время сильного тренда тела свечей часто значительно длиннее теней. Чем сильнее тренд, тем быстрее цена движется по направлению тренда. Во время сильного восходящего тренда свечи обычно закрываются вблизи максимума тела и таким образом не оставляют тень или имеют только небольшую тень. Когда тренд замедляется, соотношение покупателей и продавцов меняется, и тени свечи становятся длиннее по сравнению с телами. Фазы консолидации и места разворота цены обычно характеризуются свечами, которые имеют длинную тень и короткие тела. Это означает, что существует относительное равновесие между покупателями и продавцами, а также неопределенность относительно направления будущего движения рынка. В восходящей фазе теней почти нет, что подтверждает сильный тренд. Длинные тени видны в фазе консолидации, что указывает на неопределенность и усиление борьбы между покупателями и продавцами. Когда тени свечей увеличиваются, это может предвещать окончание тренда. Положение тела. Если вы видите одну доминирующую тень на одной стороне, а тело свечи находится на противоположной стороне, то этот сценарий называется пин-баром. Тень указывает на то, что цена пыталась двигаться в определенном направлении, однако противоположная сторона рынка сильно протолкнула цену в противоположном направлении. Другой типичный сценарий показывает свечу с двумя одинаково длинными тенями с обеих сторон и относительно небольшим телом, которое называется доджи. С одной стороны, эта модель может указывать на неопределенность, но она также может указывать на баланс между игроками рынка. Покупатели пытались поднять цену вверх, а продавцы вниз, однако цена в конечном итоге вернулась к исходной точке. Модели разворота. Свечные паттерны указывают на ту или иную тенденцию цены, но это не означает, что нужно сразу же открывать сделку при виде подходящего паттерна. Лучше всего будет совмещать свечные модели с другими структурными факторами движения цены на рынке. Свечей и моделей много, но я выделяю три основные, и они зеркальны по отношению друг к другу. Пин-бар. Пин-бар представляет собой свечу, которая отскакивает от своего максимального и минимального значения. Верхней тени у свечи пин-бар быть не должно, или она может быть совсем маленькая.
Цена должна закрываться в пределах диапазона 1/4 тела свечи. Тень свечи длиннее тела в 2-3 раза. Пин-бар означает, что сначала инициатива была на стороне продавцов, а потом она резко перешла к покупателям. На данном промежутке времени пин-бар показывает нежелание цены двигаться ниже определенного уровня и резкий откат от него. Когда вы встречаете пин-бар на графике, не стоит ждать, что после его появления тренд немедленно развернется в противоположную сторону. Лучше всего будет дождаться дополнительного подтверждающего фактора. Модель поглощения. Модель поглощения – это разворотный паттерн, который говорит нам о резком отскоке цены от определенного уровня. По сути, он является пин-баром, только уже на двух меньших временных таймфреймах. Первая свеча должна быть небольшой по размеру. Вторая свеча противоположна по направлению первой и полностью поглощает ее своим телом. Поглощение означает, что сначала цену двигали продавцы, а потом инициатива резко перешла к покупателям. Покупатели полностью побеждают продавцов. Доджи. Свечи, которые говорят о неопределенном состоянии рынка, это доджи. Эта свеча имеет большие тени и маленькое тело. Чем более высокие тени у свечи доджи, тем сильнее покупатели и продавцы борются за контроль над ценой. Сначала могли доминировать покупатели, а потом продавцы, но в итоге на рынке временно возникло равновесие. Когда тела у свечи вообще нет, а тени совсем короткие, такая свеча говорит о полной неопределенности на рынке и балансе между продавцами и покупателями. Японские свечи и анализ рынка. Теперь, когда мы рассмотрели отдельные элементы, мы можем собрать все воедино и посмотреть, как мы можем использовать наши знания о японских свечах для анализа графиков цены. Итак, перед нами открыт график монеты Джо на 5-минутном таймфрейме длиной примерно 13 часов. Произведем анализ движения цены этого графика. В начале графика мы видим небольшую консолидацию. Из консолидации цена выходит на паттерне медвежье поглощение, идет вниз, пока не встречает сопротивление, оказываемое покупателями, и цена образует уровень. От уровня цена отскакивает и образует пин-бар. По ходу цены мы видим две уверенные сильные бычьи свечи, что подтверждает разворот цены. Пройдя немного, цена снова образует консолидацию. Далее цена поднимается выше и упирается в уровень. Обрати внимание, как цена поджимается к уровню, уменьшая размер тела свечи и на медвежьем импульсе отскакивает от него. Цена двигается дальше, пока не встречает уровень, от которого уже был произведен отскок. Подойдя к уровню, цена вновь отскакивает, образуя пин-бар, и в подтверждение направления мы видим большую сильную бычью свечу. Дальше по движению цена вновь встречает уровень, отскакивает от него, и мы видим длинные тени со стороны уровня. Потом цена немного сжимается и на сильной медвежьей свече уходит к противоположному уровню. Вот сейчас обрати внимание, цена подошла к уровню и хотела отскочить, образуя пин-бар. Но давление продавцов было больше, чем давление покупателей, и цена на сильных медвежьих свечах пробивает уровень и двигается дальше, пока не встречает новый уровень. У нового уровня цена пыталась пробить уровень, но давление продавцов ослабло, и цена изменяет свое направление, двигаясь сильными бычьими свечами вверх. По пути движения цены мы видим небольшую консолидацию и новый уровень, от которого цена разворачивается, образуя паттерн медвежье поглощение. Далее цена на уверенных медвежьих свечах спускается вниз и пробивает уровень, от которого ранее разворачивалась. Но чуть позже цена снова встречает уровень, отскакивает от него, образуя пин-бар. На этом анализ графика закончен. Давай подведем итог. Вам не обязательно запоминать свечные паттерны, чтобы понимать движение цены. На вашем пути становления профессиональным и прибыльным трейдером очень важно, чтобы вы начинали мыслить нестандартно и избегать распространенных ошибок новичка. Японские свечи подскажут вам, как может цена двигаться дальше, кто контролирует ситуацию в данный момент времени, быки или медведи. Однако нельзя использовать свечи в трейдинге изолированно. Всегда учитывайте рыночный контекст. В следующих видео я планирую показать, как определять уровни поддержки и сопротивления и как применять объемы в анализе графика. Если тебя это заинтересовало, то подпишись на канал и поставь лайк.